Как живут богатые узбеки, которые работают в Питере, дворником? Друзья, вот этот двухэтажный домик, это домик обычного дворника, который работает в Питере. Понимаете, какую работу он делает? Нелегкую, тяжелую работу, которую возит и мусор из дома людей, убирает, и вот этим всем занимается. И вот это его домик в Узбекистане, друзья. Сейчас я вам сделаю небольшой обзорчик домика этого Узбекистана. Двухэтажный домик, пластиковые окна, везде сделанный гибкий камень. Это у нас называется на узбекском дарвазахона, на русском называется, прихожая. Мы специально делаем большую прихожую, чтобы у нас помещалось 2-3 машины. Мы тоже очень любим машины, очень сильно любим Chevrolet. Сейчас в данный момент вот этот вот в большом дворе снимают блогеры. Блогеры снимают рекламу для YouTube канала на узбекском видео, так как мастер, который вот тот парень снимает на видео, сделал гибкий камень. Гибкий камень делают у нас в Узбекистане. Вот они заказали эту рекламу. Друзья, вот этот вот обычный домик обычного узбека, который работает в России дворником. Примерно сколько денег потратили, я вам скажу в конце видео. Друзья, пожалуйста, вот это весь домик. Это вот соседская стена. Вот это весь, пожалуйста, дом. Примерно тут 10 комнат, не считая большую террасу. Там можно тоже еще 2 комнаты поместить. Начинаем тут санузел, там кухня, там уже второй санузел. Тут уже вот подвальная часть дома. Наверху у нас, почему узбеки делают очень много комнат? Потому что мы своих детей, узбеки, женим в своем доме. То есть, что вы думаете? В России, когда парень женится, он сразу начинает жить отдельно от своих родителей. У нас это не положено. У нас сын после женитьбы обязательно минимум от 5 до 10 лет он должен прожить с родителями. Почему с родителями? Потому что он обязан служить родителям. Невестка обязана служить родителям. Родители помогать вырастить первого, второго ребенка. После 3-го ребенка отдельно он начинает жить. До 3 ребенка он должен быть с родителями. И вот у этого брата, 2 сына. Вот один сын молодой, вот он, 19 лет, скоро женится его. И старший сын. Они обе обучаются, высшее образование, у них общее. У отца нет образования, он работает, в Питере дворником. И вот этот дом построил. Одного сына сюда женим, второго сына наверху женим. Сейчас сделаю обзор. Вот, друзья, это подвальная комната. Подвал Это вот наш молодой парень, скоро которого женим. Так. Вот как вы думаете насчет того, чтобы парень обязан жить с родителями и служить, невестка должна и сын служить родителями, друзья? Мы со своим братом, мне уже 40 лет, мы до сих пор боремся, с кем будет жить наши родители. Иногда у меня победа за мной бывает. Это вот большая комната. В такой большой комнате мы, узбеки, очень сильно гостеприимными. К нам, когда в гости приезжают, все наши родственники приезжают, их получается примерно около 50-40 человек, иногда до 100 человек. Это вот отдельная комната для женщин сделанная. Вторая сделанная комната для мужчин. Комната где-то примерно 3,5 на 10 метров, чтобы спокойно 50 человек помещались в 2 комнаты. Также у нас, тут еще 2 комнаты. Это 2 комнаты, например, это спальная комната наших молодоженов. Шкафчик сделали. Вы думаете, где тут душевая? Специально тут комнату оставляем. Мы, узбеки, делаем нашу душевую вот тут. Вот специальное место для душевого. Тут еще ничего не делают в ремонтном состоянии. То есть тут будет душ. Тут будет спальня. Как у нас в Узбекистане газа нет. Не везде, не во всех городах Узбекистана есть газ, природный газ. Мы отопляем дровами, друзья. Вот, пожалуйста. Вот такими печками мы отопляемся. И это узбекская отопительная печь. Я еще на канале это выкладывал. Называется анджам печка. То есть, что делаем? Отсюда мы загружаем уголь. И, пожалуйста, в ауле сразу 2 комнаты обогревается. Это одна комната. И, пожалуйста,
Вот эта вторая комната тоже отапливается одновременно. Вот она, друзья. Одновременно эта печка стоит между стенами и отапливает две стены. Вот, друзья, это следующая комната. Сделаны красивые обои. Пожалуйста, просторно. Следующая комната. Это вот, как бы сказать, 4 комнаты. Одна тама. Тут прихожая и 2 комнаты для старшего сына. Старшего сына женим сюда. Потом уже младшего сына. Младшего уже женим тут на следующую. Пожалуйста. Где? Вот. Тут тоже шкаф сделанный. Большая комната. Вауля, какая красивая, друзья. Реально очень красота. И тут тоже анджан-печка. То есть анджанская печка. Сразу, чтобы отапливать 2 комнаты. Отсюда его отапливается. И, пожалуйста. Вот. С верхней стороны, друзья. Тут еще... Но далее тут сделаны обычные комнаты. Ну, для гостей, для братьев, кто-нибудь приедет. Оставаться, чтобы... Говорю, мы очень любим гостеприимство. Тут одна комната. Тут следующая комната. Суммарно 10 комнат, друзья. Вот тут вот, пожалуйста, большая летняя терраса. Для чего терраса? Ну, чтобы дедушка со своими внуками игрался, отдыхал под звездным небом, будет спать. Мы в основном любим во дворе спать с вами, потому что летом жарко, а тут, смотря на звезды, даже, как бы сказать, очень классно. Друзья, пожалуйста, это вот верхний этаж. Как вам домик? Соседский дом. Ну, соседский дом сделан из обычных этих. Тут все это закроется. И вот эта сторона полностью будет закрыта. Ну вот, друзья, обычный домик. Обычного узбека, который работает в Питере. В данный момент тоже работает в Питере. Работает дворником. Убирает, выбирает, ну, выносит мусор из людей дома. Вот тут он же, вот этот домик он строит. Сколько лет строился этот домик? Сколько потрачено? Ну, потрачено около, суммарно, более 150 тысяч долларов. Ну, это в примерно, даже, скорее всего, больше, потому что, не знаю сколько, но минимум 150 тысяч долларов есть. Тут еще немного работы есть. И вот тут вот комната для самого человека, который все это построил. Почему на первом этаже? Потому что, ну, взрослым, старым людям проще на первом этаже, рядом с... Керебес. Тут как бы санузел рядом, отцу. Тут для... Еще 2 комнаты. Тут там спальня, тут еще комната. Вот так, друзья, мы работаем узбеки. Многие думают, что делают узбеки с этими деньгами. У нас узбеки делают, строят дома, обучаются, приезжают, делают бизнесы. И вот этим. Вот блогеры. Сейчас потратили на этот домик примерно 150 тысяч баксов. Это я сказал примерно, друзья. Даже может больше. Человек, дворник, как я сказал, работал 18 лет, работает в Питере. И с 18 лет он строит этот дом. Потратил 18 лет своей жизни. Заработал более 150 тысяч долларов. И построил этот красивый домик. Поставьте лайк, пишите комментарий, как вы думаете, стоит ли строить такие дома, тратить столько жизни. Вы бы потратили своей жизни на такой красивый домик.